Last hour we completed our look at creation. На прошлом часу мы завершили наше рассмотрение сотворения. So that's the first major event of world history. И это первое из основополагающих событий мировой истории. And I hope I impressed upon you that it's the beginning of all things, in the beginning. И это событие, которое произошло в начале всего. And it's the foundation for all things. И это основание для всего. And the next major event will be based on what God created in the original creation. И следующее важное событие основано на том, что Бог сделал в изначальном творении. Next major event is the fall of man. Следующее важное событие – это грехопадение человека. And we'll take a look at Genesis chapter 3. И мы рассмотрим Бытие 3 главу. In our Old Testament, or in our outline of the Old Testament, particularly Genesis, И в нашем плане Ветхого Завета, в особенности книги Бытие, we are looking at the early chapters I call primeval history. и мы смотрели уже на ранние главы Бытия, которые я называю первобытной историей. We saw the history of the creation, chapter 1, and the first part of chapter 2. И мы увидели историю сотворения, глава 1 и часть главы 2. We're looking at the early history of mankind, beginning in chapter 2, verse 4. И мы рассмотрели раннюю историю человечества, начиная с 4 стиха 2 главы. And again, we don't have a lot of events or a lot of detail, but it only runs through chapter 3, the end of chapter 3. И опять же, у нас не так уж много деталей касательно этого периода, то есть это буквально со 2 до конца 3 главы. We just looked at the creation of mankind, more specifically in relationship to man and woman. И мы более детально рассмотрели сотворение человека, более уже в отношении мужчины и женщины. So in our outline, now we're going to look at the fall of mankind. И теперь в нашем плане мы рассмотрим падение человека. That's all of chapter 3. И это все будет в главе 3. Now, when we look at all of these events, what I'm going to do is give you something of a foundation in God. И In God. И когда мы будем рассматривать эти события, я постараюсь дать вам определенное основание происшедшего, находящееся в Боге. When we talk about the creation, we saw that the creation introduces us to God in Genesis 1:1. И когда мы читаем о сотворении, то видим, что сотворение с самого начала показывает нам Бога уже с Бытия 1 главы 1 стиха. So what I will do with each one of the events of history that we'll look at, И что я хочу сделать в каждом из этих исторических событий, на которые мы посмотрим, we'll introduce each of these events with a perfection of God that somewhat underlies the event. и мы для каждого этого события увидим определенный атрибут совершенства Бога, которое подчеркивается этим событием. So when we talk about the fall of man, probably an underlying perfection or two of them are the holiness and justice of God. И когда мы говорим о падении человека, то основные в этом контексте, два основных совершенства Бога – это святость Божья и Божья справедливость. So we're going to see the holiness of God because man violates that holiness. И мы увидим Божью святость, поскольку человек приступил эту святость, он пошел против нее. And Genesis 3 also introduces us to the justice of God. И также Бытие 3 глава показывает нам Божью справедливость. God will deal with sin in a just way. Бог поступит с грехом справедливым способом. In fact, a just God must deal with sin. Ну, на самом деле, справедливый Бог должен что-то делать с грехом. So when we speak of the holiness of God, we are speaking of God as totally other or totally apart from everything. И когда мы говорим о святости Божьей, то мы
говорим о Боге, который совершенно другой и совершенно вовне всего остального. The holiness of God speaks of God totally separate from all sin. Божья святость говорит о Боге как совершенно отделенном от всякого греха. In fact, totally separate from all things. И вообще-то отделенным вообще от всего. So when we speak of holiness, we're talking about separating that is unique from that is common. И когда мы говорим о святости, то мы подразумеваем идею отделения those which unique from those which is Common. отделения того, что является уникальным, от того, что от всего остального. So God is totally separate from the creation. He's distinct. Потому можем сказать, что Бог совершенно отделен от своего творения, Он совершенно иной. So you might even say that there's an overlap between the transcendence of God and the holiness of God. И поэтому вы можете сказать, что есть определенное, скажем так, соприкосновение понятий Божья святость и трансцендентность Божья. And certainly it includes God being totally separate from sin. И, конечно же, Божья святость включает его абсолютную отделенность от греха. God is not the origin of sin, and God remains separate from sin. Бог не породил грех, и God is separate. И Бог совершенно отделен от греха. Now God must deal with sin, but He does not become contaminated by sin. И, конечно же, Бог будет решать вопрос греха, но это совершенно не значит, что Бог каким-то образом загрязнится или заразится этим грехом. Theologian by the name of Thiessen describes the holiness of God in this way. Богослов по имени Тиссен таким образом описал Божью святость. Go ahead and read the Бог абсолютно отделен от и превознесен над всем своим творением. И Он также равно отделен от всякого морального зла и греха. So that's the holiness of God, totally separate, absolutely separate from and exalted above the creation. Это Божья святость, полностью отделенная и вознесенная над творением. And if you look at Scripture, there are many, many verses that speak of the holiness of God. И когда вы видите Писание, то много-много стихов там говорят о Божьей святости. Revelation 4:8, which actually comes out of Isaiah 6:3, Откровение 4:8, происходящее напрямую от Исаии 6:3, speaks of God as holy, holy, holy is the Lord God. говорит о Боге как о святом, 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 Господе Боге всемогущем. This is the only attribute of God or perfection of God where it is emphasized in a threefold way, like we have here. И это единственный атрибут или совершенство Божие, которое подчеркивается таким вот троекратным образом, как мы видим здесь. Another theologian by the name of Shedd describes justice in relationship to holiness. И другой богослов по имени Шед описывает справедливость вот таким образом. Справедливость – это та сторона Божьей святости, которую можно увидеть в его отношении к повиновению и неповиновению его подданным. Это атрибут, посредством которого он воздает каждому то, что тот заслужил. So God's justice is an aspect or a part of His holiness. И Божья святость – это один из аспектов, это часть Его святости. You could even say it's an expression of His holiness in that it shows how He deals with obedient and disobedient creatures. И можно даже сказать, что это проявление Его святости, это показывает нам то, как Бог поступает в отношении к повиновению либо неповиновению. It's that attribute of God where God gives that is deserved or due. И это атрибут Божий, когда атрибут Божий, когда Он воздает каждому согласно тому, что тот сделал. And obviously there are many scriptures that speak of the justice of God or God as judge.
И очевидно, что есть много отрывков Писаний, говорящих о Божьей справедливости, либо о Боге как о справедливом судье. So, Genesis 18:25 speaks of God as judge and dealing justly. Бытие 18:25 говорит нам о Боге как о судье всей земли, который судит справедливо. And God judges from His divine throne of judgment. И Бог судит со своего божественного престола суда. Psalm 9, verse 8. Псалом 9, стих 8. Но Господь пребывает вовек, Он поставил престол свой для суда. So underlying the fall of man is the idea of God as a just God and a God as a holy God. И вот за всей этой историей творения мы видим Бога справедливого и Бога святого. So we've looked at the first major event, obviously the one that begins all things, creation. И вот мы рассмотрели первое важное событие, очевидно то, с которого началось Now we want to сотворение. focus on the second major event, the fall of man. И теперь мы сфокусируемся на втором важном событии, это грехопадение. Now we don't have a time frame in terms of how long after the creation man fell. И у нас нету точной временной шкалы, чтобы определить, как долго, сколько времени прошло от сотворения до грехопадения. But we do have a time from the creation to the bearing of the first son. Но у нас есть время от сотворения до рождения первого ребенка Адама и Евы. So it had to be before the first son was born. И потому падение должно было произойти до того, как родился первый ребенок Адама и Евы. So a relatively very short period of time. То есть очевидно, что сравнительно короткий промежуток времени прошел. Now the emphasis of what we've already looked at is the Word of God. И акцент в том, что мы видели уже, он на Слове Божьем. And we've seen in chapter 1 that God spoke all of the creation into being. И в главе 1 мы уже видели, что Бог своим словом создал все существующее. So the Word of God is powerful. То есть Он проговорил. И таким образом мы можем сказать, что Слово Божье обладает мощью. Now in chapter 2 we have the first command of God in relationship to obedience. И во второй главе у нас есть первая заповедь Божья, связанная с послушанием. For man has the option of rejecting God or violating what God has said. И здесь у человека уже появляется возможность отвергнуть Бога и приступить через сказанное Богом, через то, что Он повелел. Now for the very first time, beginning in Genesis 3, we're going to see that God's Word is changed, И в первый раз perverted. Бытие 3 главы мы первый раз видим, как Божье Слово было искажено, изменено. Now, my slide in English uses alliteration. I'm using the C, creation, command, change. Creation, command, change. Ну, в слайде на английском языке там используется, как для запоминания, все на одну букву. То есть, creation, command, change, то есть, у нас не получается. But it doesn't come across in the translation. Да, но при переводе это потерялось. Поэтому сотворение, заповедь и искажение. What we're going to see is the word is actually perverted, distorted. И что мы видим, что Слово Божье было by a creature, yes. Слово Божье было искажено и извращено творением. And first implication of the fall of man. И первое применение, первый вывод из грехопадения человека, we see the origin of evil. В том, что мы видим происхождение зла. We find out that evil does not come from God, for one thing.
мы обнаруживаем, что, с одной стороны, зло не происходит от Бога. We're not introduced to this creature, the serpent. И нам даже не сказано ничего до того о вот этом творении, о змее. Now it appears that there's an agent behind the serpent. И кажется, что за змеем стоит какой-то другой, то есть змея направляет некто другой. But in the book of Genesis, it's not made clear that there is an agent behind, at least in the early verses there. It's not clear. Но, по крайней мере, в книге Бытие, особенно в ранних этих первоначальных стихах, не указано ясно, неясно из них о том, кто же этот неизвестный, кто стоит за змеем. But as we move through the passage, it becomes more and more clear. Но когда мы двигаемся по отрывку, становится все яснее и яснее. And certainly, the rest of the Bible makes it clear that the serpent is just simply an agent of a creature behind it. И по мере того, как мы читаем Библию дальше, становится очевидно, что змей это всего лишь, что змея использует, тело змея использует кто-то другой, So let's take какое-то другое творение. a look at verse 1. And Oksana, do you want to read verse 1? И давайте прочитаем стих 1. Оксана, прочитай, пожалуйста, 1 стих 3 главы. А на змій був повішений до всю польову звірину, яку Господь Бог учинив. І сказав до жінки, чи Бог наказав, не їжте з всякого дерева мені. Okay, we're introduced to the serpent. И вот нам представлен змей. And he's introduced as more crafty or clever than all the other beasts. И змей описан как наиболее хитрый и наиболее изощренный из всех зверей полевых. So we have some hints of some of the characteristics of this creature. И у нас есть таким образом уже некоторые характеристики этого существа. Now in the Hebrew text, I think there's a deliberate play on the words that we have in verse 1 and also the last verse of chapter 2. И, как мне кажется, в 3 главе есть явная игра слов. Она есть в 1 стихе 3 главы, и также она есть в последнем стихе 2 главы. In chapter 2, verse 25, when it refers to the man and the woman being naked, remember the word we described there? Во 2 главе 25 стихе, когда вот говорится о том, что Адам и Ева были наги, то какое слово мы там использовали еврейское? Remember the Hebrew word? Помните еврейское слово? Арад или что-то сандавны. Они все так можно. Ара, са. No, it was let's see. The Hebrew word is ara, Ара. Да? Вот так еврейское слово звучит. or aram, rather, I'm sorry, aram. Или даже Авраам. And when you get to verse 1, the serpent was more crafty. That is arum. И когда мы доходим до 1 стиха 3 главы, то вот то, что змей был хитрее зверей полевых, то вот хитрее это слово арум. It seems that the writer is deliberately playing on these words. И мы видим, что автор, скорее всего, откровенно играет словами. The emphasis in verse 25 is innocence and sinlessness. Акцент в стихе 25 2 главы на невинности и безгрешности. No shame in the nakedness. Не было никакого стыда в их наготе. But now this creature is showing characteristics of deception, the opposite of innocence. Но теперь вот это творение змей показывает характеристики, связанные с обманом, то есть противоположность невинности. And he introduces something to the concerning the woman. С обманом и обольщением. Да, и он что-то говорит женщине. So the origin of evil, first of all, И таким образом происхождение зла в первую очередь. does not originate on earth, Мы об этом можем сказать, что зло не произошло на земле. but actually originates in a creature outside of the earth.
не зародилась она на земле, но зародилась среди творений вне земли. Now, verse 1 doesn't make that clear, but we will see that further in other passages in Scripture. Ну, из стиха 1 это не так ясно, но мы узнаем об этом позже, из других отрывков Писания. And certainly, because God is holy, God is not the author of evil. И вот точно можно сказать, что поскольку Бог свят, то Он не является автором зла. But now, beginning with Genesis chapter 3, we're going to see the origin of evil in man. Но теперь, начиная с 3 главы, мы начинаем видеть происхождение, зарождение зла в человеке. Comes with the first sin of man. И зло в человеке произошло от первого греха человека. So let's take a look at the rest of this passage and see how evil comes about. И давайте посмотрим на оставшуюся часть отрывка и увидим, как появилось зло, откуда оно пришло. And if you compare what the creature says, or the serpent, with what God said, И если вы сравните, что сравнил змей с тем, что сказал Бог, in which way does the serpent somewhat distort what God has said? то каким образом змей исказил то, что сказал Бог? What does he say in Genesis 1? Что Бог сказал в Бытие Витю? Or no, verse 1. Да, что змей сказал в Бытие 3 главе 1? Instead of stating it as a command, how does he state it? Вместо того, чтобы утверждать об этом как о повелении, заповеди, как змей говорит о повелении Божьем? He states it as a question in order to arouse doubt. То есть вместо того, чтобы обратиться к Еве с каким-то повелением или заповедью, он обращается к ней с вопросом, для того, чтобы возбудить в ней сомнения. In fact, in the English text, it introduces it with a word that suggests that maybe what God said is not correct. В английском переводе вот эта фраза, она, как и в русском, и на нашем тюрю, она, то есть вопрос змея начинается с фразы, которая, ставит под сомнение слова Бога. So he begins by introducing doubt in the thinking of the woman. То есть змей начинает с того, что внедряет в мышление жены Евы сомнения. Now, one of the values of this passage is, I think Satan still uses these same principles of deceit. Одно из ценных качеств этого отрывка в том, что сатана до сих пор использует ту же стратегию обольщения. In fact, I think what we have here is a pattern of temptation that Satan has used throughout time. И я думаю, что здесь мы видим определенный образчик, шаблон, по которому сатана обольщает людей во все времена. So let's analyze what Satan is doing here as the serpent only being the agent of Satan. И давайте проанализируем, что здесь делает сатана, потому что змей, по сути, здесь только, скажем так, инструмент в руках сатаны. Because he will use the same pattern in tempting you and I as well. Потому что сатана будет тот же самый образец использовать при искушении меня с вами. So he raises doubt. То есть, во-первых, мы видим, что сатана возбуждает сомнения. And in fact, suggests the very opposite of what God said. И по сути он предлагает идею совершенно противоположную тому, о которой говорил Бог. And not only that, but he omits a lot of what God commanded. И кроме этого он также извращает он многое упускает из того, что сказал Бог. So there are two things that we have right at the beginning here in terms of a pattern for temptation. И вот есть две вещи, как минимум, которые мы здесь видим, которые являются образчиком всякого искушения. In fact, the first question that we can ask is why does the temptation go to the woman instead of the man?
И я думаю, что первый вопрос, который нам нужно задать, это почему искушение пришло к женщине, а не к мужчине. We might even ask, where is the man? He is the head, he is the one that God gave the command to. И мы даже можем спросить, да, где вообще мужчина? Да, он глава семьи, он тот, кому Бог дал повеление. In fact, the command was given before the creation of the woman. И, кстати, заповедь-то была дана еще до сотворения женщины. So I think there's a principle here, a principle of vulnerability. И я думаю, что здесь есть определенный принцип уязвимости. The woman is more vulnerable, and therefore the serpent attacks her rather than the man. И женщина более уязвимая, и потому змей атакует ее, а не мужчину. The woman appears to be by herself because it doesn't mention the man until later. И кажется, что женщина была там, находилась там в одиночестве и была наедине с змеем. Мужчина появляется только позже. But at least she's vulnerable, or at least the serpent thinks so. Ну, то есть, может быть, мужчина и находился рядом, но, по крайней мере, мы видим, что Ева более уязвима, и змей тоже так считал. Now we can learn a principle here in terms of application to our lives. И мы можем здесь обнаружить принцип, применимый в нашей жизни. We can be warned that Satan is going to attack each of us in different ways. Нам нужно остерегаться того, что сатана будет атаковать каждого по-своему, индивидуальным способом. He knows where we are most vulnerable, and that's where he will attack. Он знает области, где мы наиболее уязвимы, и именно туда он будет атаковать. So what you are vulnerable to may be different than someone else. И ваша область уязвимости может отличаться от области уязвимости кого-то еще. So it's good to know the areas that you are vulnerable to be able to guard against. И потому важно и полезно знать свои области уязвимости, чтобы быть готовым заранее защищаться. Second thing that Satan will do will be introducing doubts concerning what God said. А второе, что делает сатана, это он внедряет сомнения относительно того, что сказал Бог. And those that don't know the Word of God are particularly subject to be able to doubt because they don't even know much of God's Word. И те, кто не знают Божье Слово, они будут хорошей мишенью для такой атаки, потому что они даже не знают, что же сказал Бог и что написано в Его Слове. So he introduces a question to arouse doubt in the thinking of the woman. То есть сатана поднимает определенный вопрос, чтобы пробудить в Еве сомнения и вопросы. And notice in verse 2. И обратите внимание во втором стихе. In fact, Dalia, if you want to read the whole thing, I've got a summary of it here. Ну, вообще-то дальше нам стоит прочитать Read the все, whole но verse. здесь только итоговый стих. Verse 2. «И сказала жена змею, плоды с дерев мы можем есть». We have the response of the woman, and go ahead and read the whole verse. И только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. So the whole response of woman is threefold. Yes, the response of the woman. Да. Just verse 2. Стих 2. 3:2. Да, it's done. I did it. Oh, you did it. Okay. All right. Now compare that with what God said. Сравните это с тем, что сказал Бог. And notice that not only is doubt introduced, but we see that the woman doesn't say exactly what God said. И мы видим, что не только сомнение здесь уже внедрено женщине, но и то, что женщина не процитировала точно то, что сказал Бог. What does the woman do in revising what God said? Что делает женщина, вспоминая или пересказывая слова Божьи? You notice a little difference? Вы обнаруживаете здесь небольшую разницу? She said, we don't have to touch it. Well, that's later, but I'm talking about just this part here. Но стих 2. What does God say? Что Бог сказал? God said you can eat from any tree. From any tree.
The idea is that there's many trees, maybe thousands, hundreds of trees. Ага, значит, то есть идея в том, что вообще деревьев там тысячи, их много. In other words, what God said emphasizes the goodness of God and the abundance that God has provided. И то, что Бог говорит, оно выражает Его благость и изобилие всего того, что Он дает. And the verse also, what God said, emphasizes that they may eat as much as they want. In other words, freely. И также, что подчеркивается в стихе 2:16, что они могут есть столько, сколько захотят, они могут есть свободно. And before the fall, you don't have to worry about gaining weight or ill effects. И до падения вам даже не надо было думать о том, что вы можете переесть и набрать вес. So when God phrases it, He emphasizes the goodness and the abundance of what He has provided. И когда Бог утверждает, что вы можете есть от любого дерева, то Он утверждает тем самым свою преизобилующую благость. But notice that the woman does not emphasize that abundance that God has provided. Но обратите внимание, что женщина не подчеркивает в своей цитате вот это Божье изобилие. So not only is doubt introduced here, И поэтому мы видим, что не только сомнения здесь имеют место, but now the woman is put in a place where she begins to judge what God said. но теперь женщина, она поставила себя в положение, когда она судит то, что сказал Бог. She has fallen for the doubts that were introduced and in fact questions God's authority. И она впала в вот эту ловушку сомнений, и она теперь уже ставит под вопрос божественный авторитет. And the result is she minimizes the goodness of God. И в результате этого она минимизирует благость Божию. God says from any tree eat freely, and she de-emphasizes that abundance. И Бог сказал, что вы можете есть от всякого дерева свободно, и она вот это преизобилие Божье, она минимизирует. And notice what we have in 2:17. This is what God said. И обратите внимание, что Бог говорит в главе 2, стихе 17. And compare it with what we have, what is said in verse 3. И сравните это с тем, что мы видим в стихе 3. This is still the response of the woman. Это все так же ответ женщины. Do you see a difference there? Видите ли вы разницу здесь? Take a look at it. Посмотрите внимательно. Что это? Как это вы должны есть? Там не ешьте, а там вы должны есть наказ. Там, видимо, нечаянно не добавлено. Probably Вы должны есть. you should, the translation is here is you should or shouldn't. Is that wrong? Translated wrongly? It doesn't have no. You Oh, don't okay. have to eat. Okay. You should or should not. God said you shall not eat from it or touch it. Okay, it's not Yeah. translated well. Okay. Перевод We немножко. can correct that. But notice, what is she doing now? She already minimized the goodness of God, but now what is she doing? Но обратите внимание, да, что она здесь делает. Она уже минимизировала благость Божию. We might say that she is magnifying the restriction. И мы бы сказали так, что она преувеличивает ограничения Божьи. Did God say you cannot touch it? Сказал ли Бог, что вы не должны к нему прикасаться? Значит, здесь цитата не, это цитата отсюда же. So probably the quote is just from the same passage. Посмотрите в Библии вашей. Okay. Сказал ли Бог, что вам нельзя прикасаться к плоду? Yeah, look in your text, yeah. Смотрите, да. So she says, she adds to what God said, and it magnifies the restriction. То есть она добавляет к тому, что сказал Бог, и преувеличивает наложенные им ограничения. So sometimes what Satan will do is he will cloud your thinking about how good God has provided for you.
И что иногда будет делать сатана? Он будет затуманивать ваше мышление, скрывая от вас то, насколько благ Бог. He'll make you think that, to obey God is going to kind of confine me. И By он minimizing the goodness of God. заставит вас думать, что повиновение Богу каким-то образом меня, как, скажем так, очень сильно ограничит и стеснит, да, минимизировать тем самым благость Божью. And by magnifying the restriction, we feel like, but it's just too hard to obey God. И преувеличивая ограничения Божьи, то он подводит нас к мысли, что повиноваться Богу слишком трудно. But instead of God providing abundantly for me, I feel like now I'm just really tied in and restricted. Но вместо того, чтобы ощущать, что Бог обо мне позаботился и дал мне изобилие всего, теперь я начинаю чувствовать, что Бог просто меня зажал, ограничил во всем, что только может. And the sixth thing that the serpent does is he de-emphasizes, or we de-emphasize the consequences. И шестое, что делает змей, это он отвлекает внимание Евы от последствий. That sin is not that bad, it's not that damaging. Грех этот не такой уж и плохой, и он не такой уж и разрушительный. But what does God say? Но что сказал Бог? But from the tree of the knowledge of good you shall not eat, for in the day that you eat from it you shall surely die. Но от дерева познания добра и зла не ешь от него, потому что в день, в который ты съешь от него, ты точно умрешь. Which is different from what the woman quoted. И это совершенно отличается от того, что процитировала женщина. And then we have the alternative. Let's read that. И вот дьявол предлагает жене альтернативу, и давайте прочитаем об этом. Actually, verse 4, we have the de-emphasis of the consequences. И как раз таки в 4 стихе мы видим минимизацию последствий. Godly, I want you to read verse 4. И прочитаем, пожалуйста, далее 4 стих. І сказав змій до жінки, мертве не мете. Okay? Very opposite of what God said. Очень сильно противоречит тому, что сказал Бог. Now, the Hebrew text, I don't know if have you studied infinitive absolutes yet? И в еврейском тексте, не знаю, вы изучали infinitive? Infinitive absolutes. Да. You got it first year? Yeah? Точно не буду. Точно, да. No? Don't remember? Да. You remember? Второй пункт знаю. Мы тоже очень. But in Hebrew, when you have an infinitive absolute, that's what we have in this text here. Но вот в еврейском, когда у вас есть инфинитив абсолют, это вот похоже на то, что у нас здесь в тексте. What God said is, what is translated, you shall surely die, 2 words. То есть то, что сказал Бог, оно переводится как то, что вы точно умрете. Точно умрете — 2 слова. But the infinitive absolute emphasizes the idea that is presented by the words themselves. И инфинитив абсолют подчеркивает ту идею, которая передана самими словами. And it includes the verb form and the noun form. И включает как форму глагола, так и форму существительного. So literally, the infinitive absolute could be translated, when God said it, you shall die dead. И вообще, если так дословно переводить вот этот инфинитив абсолют, то стоило бы вот перевести, как вы смертью умрете. In other words, emphasizing the severity and the definiteness of the result. Тем самым подчеркивая суровость и определенность такого результата, что он точно произойдет. And Satan says the very opposite. Но сатана говорит нечто совершенно противоположное. You shall not die dead. He uses the infinitive absolute. Он тоже использует инфинитив абсолют, но он говорит, что нет, вы точно не умрете смертью. So the woman is put in a position where she must make a choice. She must judge between whether God is right or the serpent is right. И женщина оказалась в положении, когда ей нужно
сделать выбор, ей нужно рассудить между тем, что говорит сатана, и тем, что сказал Бог. So is she going to put the authority of a creature on the same level as the authority of God? То есть вопрос в том, поставит ли она авторитет творения на тот же уровень, что авторитет Творца. This is what Satan will do to us when he tempts us. И это то же самое, что делает сатана в отношении нас, когда нас искушает. So now we have an alternative that we have in verse 5. И теперь между нами, теперь нам представлена альтернатива, вот в стихе 5. Katya, you want to read verse 5? Но знает Бог, что в день, который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. So the serpent gives her an alternative. Итак, змей предлагает Еве альтернативу. Isn't it a good thing to have your eyes open? Here's the alternative. Разве это не, является ли хорошим, что глаза ваши откроются? The temptation is always attractive. If it were not attractive, we would not fall for it. Искушение всегда привлекательное, иначе бы мы не попадались на его крючок. So it always is presented like a very good thing. И поэтому искушение, альтернатива представлена как нечто весьма доброе и хорошее. Isn't it good to be able to see more things, our eyes to be open? Разве это не здорово, что глаза ваши откроются и вы сможете видеть больше вещей? Isn't it a good thing to be more like God? Разве это не хорошо, что вы можете стать более похожими на Бога? So the alternative always is very appealing, and it appeals particularly to our vulnerabilities. И альтернатива всегда весьма привлекательная, особенно она привлекательна для наших слабых сторон, уязвимостей. So from this passage we can develop a foundation for suffering, because we're going to see suffering is going to follow. И с данного отрывка мы можем вывести библейское основание для страданий, потому что страдания последуют вслед за падением. As a result of the first sin, we are introduced to suffering and death. И страдания и смерть являются последствиями первого греха, и мы видим, как страдания и смерть появляются на, скажем так, в повествовании. So we have a biblical foundation for suffering. То есть вот у нас есть библейское основание для страданий. And the reason we start with God as holy И причина, почему мы начинаем с Божьей святости, is that we need to always keep in mind that God is not the source of suffering. причина в том, что нам всегда нужно помнить, Бог не является источником страданий. Suffering is as a result always of sin. Всегда страдания являются результатом греха. Конечной причиной страдания является грех. It's a consequence of our own choices and decisions. Страдания это последствия наших решений и принятых, сделанного выбора. А Иов это исключение? Can we say that Job is exception? No. No. Почему? Он не страдал за свой грех? No, it's ultimate. Job is. So can you explain it more? Yes, Because Job apparently did not suffer because of his sin. Not because of his personal sin, but he suffered because of the consequences of sin in general. Иов страдал не из-за своего личного греха, но из-за последствий греха в общем. And we may not always suffer the direct consequences of our own personal sin. И мы можем не всегда страдать в результате наших личных грехов. The point I'm making here is we can't blame God for suffering. Но что я хочу здесь до вас донести, что мы не можем обвинять Бога в страдании. We're not victims. That's the secular view, that we are victims. Мы не жертвы. Вот это светское такое мышление, что мы являемся, что мы жертвы. But ultimately, it's as a result of living in a sinful world, as a result of being sinners. Но по сути страдания являются результатом того, что мы живем в грешном, падшем мире, и результатом того, что мы грешны.
kind of emphasize the same point is that the origin of evil does not come on earth, but it comes actually from the heavens, from a creature outside of the earth. И я повторю то, что уже говорил раньше, что происхождение зла не земля. Зло происходит от творений, которые находятся и находились вне земли. And we'll add to this foundation after we look at the first sin. И мы добавим немножко к этому основанию для страданий, когда дойдем до первого греха. So this first sin is very appealing. И вот этот первый грех весьма привлекательный. And let's read how appealing it is in verse 6. И давайте прочитаем то, насколько он привлекателен в стихе 6. Sergey, it's Да, your turn. и увидела женщина, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его и ела, дала также мужу своему, и он ел. Okay. What's the first part of the aspect of the sin that's appealing? Какая первая часть, какой первый аспект в этом искушении, который является привлекательным? What's the idea behind it's good for food? Какая идея стоит за тем, что дерево хорошо для пищи? Looks tasty and looks inviting. Оно выглядит дуже смачно What, и очень вожделенно, да. what part of our nature is this appealing to? К какой части нашей природы здесь идет обращение? Глаза. Нет, глаза чуть дальше. Yeah, and I think there's a tie-in to the first John passage, the lust of the eyes, yeah. So, because Самое первое увидела fruit of tree was good for food, Good yes? for food, yeah. Yeah. But because pleasing to the eye is the Oh, next. that's the next one. чувство. Our feelings, our Yeah, our sensuality or our physical nature. наше чувственное начало, физическая природа наша. Эмоции. Emotion. The next one is, I think, the emotions. Ну, я бы сказал, следующее это больше The эмоции. appeal to the eyes, the aesthetics, the emotions. Да, то есть то, что оно приятно для глаз, вот это эстетическое, это эмоции. Now, not every temptation has all of the aspects, but every temptation will have some of these aspects. Не всякое искушение будет иметь все три аспекта, но каждое искушение будет связано с одним из них. So what's the third aspect Но there? какой третий аспект? That it was desire to make one wise? What does that appeal to? Вожделенно, потому что дает знание. Знание. The intellect, very good. The mind or wisdom. Мудрость, интеллект. So it oftentimes all of these areas are involved, or sometimes one or two are involved in temptation. Очень часто вот все эти сферы вовлечены в искушение, но иногда одна или две из них. Simply physical desires, physical needs that need to be met. И иногда искушение основано на просто физических желаниях, физических нуждах, которые вопиют об удовлетворении. Sometimes it appeals simply to our emotions or to that looks good, Иногда aesthetics. связано искушение с нашими эмоциями или с чем-то, что красиво выглядит, эстетично. Sometimes to the intellect or our minds. И иногда искушение связано с нашим интеллектом, с нашей мудростью. And once we fall for the temptation, then it's just a matter of the will choosing the alternative. И когда мы впали в искушение, то это уже вопрос воли в том, чтобы избрать вот такую греховную альтернативу. And what we do is we rationalize all of what we've been talking about. И что мы делаем? Мы рационализируем все то, о чем мы говорили выше. We think in our minds it's not that bad, it's not going to do that much damage, it's not going to hurt. И мы в нашем сознании мы уже начинаем строить выводы. Это не так уж и плохо, это не принесет так уж много вреда, это даже может быть хорошо. It's going to be beneficial, it's going to do all this good. Это может принести пользу, это может
принести вот много всяких хороших последствий. God is minimizing or God is restricting me. Бог меня вообще так ограничивает серьезно, Он меня так, вообще говоря, So we rationalize the sin. Вот таким образом мы рационализируем грех. And that's what we have at the end of the verse. And she ate. Вот что мы видим в конце стиха. И она And she взяла gave, плодов его и ела. and she gave her husband to eat. И дала также мужу своему, и он тоже ел. So in our foundation for suffering, И вот в нашем основании для страданий, number 3, man is responsible for his suffering. пункт 3 мы видим, что человек ответственен за свои страдания. Man's not a victim. Человек не жертва. Man suffers the consequences of choices. Человек страдает в результате своих решений. And sometimes those consequences come not as a result of our own sin. И часто эти последствия являются последствиями не наших личных грехов. And sometimes our sin has consequences in others. И иногда наши грехи приносят последствия другим людям. In fact, parents, oftentimes their sin affects their children. Очень часто грехи родителей негативно влияют на детей. For example, if they make poor decisions in handling money, it means that the children are deprived of some things. И если, например, родители принимают глупые решения в связи с деньгами, то и дети в итоге будут лишены многих вещей. The passage also implies the nature of sin. И также этот отрывок указывает нам на природу греха. Actually, this goes over here. They're not mistakes, they're choices. Природа греха в том, что грех это не ошибка, грех это решение. And what we're going to see in the rest of the course is number 5. И что мы видим в течение курса, это пункт 5. In fact, in the rest of the passage, we're going to see that God is going to begin dealing with sin, and He's going to deal with sin throughout history. И мы увидим, что Бог решит проблему греха, и Он будет решать ее в течение всей истории. In fact, I see God beginning to deal with sin, and history being a record of God ultimately dealing with sin. И то, как я это вижу, это то, что Бог сразу же начинает разбираться с совершенным грехом, и по сути вся история человечества и Библия описывает нам то, как Бог решает эту проблему греха. So the rest of the Bible is an exposition of God dealing with sin. И по сути вся оставшаяся Библия это обзор того, как Бог разбирается с грехом. In fact, the rest of world history is God dealing with sin that will be completed at the end of history. И то же самое можно сказать о всей мировой истории. Бог решает проблему греха, и этот вопрос, и этот процесс закончится в конце истории. Now, the unbelieving world has no hope because they have no solution to the problem of sin and suffering. Неверующий мир не имеет надежды, потому что у них нет решения проблемы страдания и греха. But we have hope because we know that even in Genesis 3, God promises to deal with sin. We'll see that in a moment. Но у нас есть надежда, потому что мы знаем, что уже в Бытии 3:15 Бог дал обетование о том, что Он решит проблему греха. And И this мы is a прочитаем об этом скоро. good place to take a break. И это хороший момент, чтобы сделать перерыв.